Владимир Винокур – это не только прекрасный артист, но и активный сотрудник комитета. На днях Владимир Натанович Винокур и его товарищи по комитету смогли раскрутить колоссальный клубок коррупции и поставить на место известных артистов, которые были замешаны в данном происшествии. Вчера вечером в Москве в одной из частных киностудий были задержаны полицией и доставлены в участок Павел Воля, Гарик Харламов, Александр Гудков, Вадим Галыгин и другие участники программы Comedy Club. Причина ареста – оскорбительные для российских зрителей ремейки легендарных советских фильмов. Первым поставил конец этому безобразию народный артист России Владимир Винокур, который вбежал на сцену, потребовал убраться вон участникам Comedy Club и вызвал полицию. «Мы хоть и живем в России, но в душе навсегда останемся советскими людьми, как и миллионы российских зрителей, поэтому никогда не позволим портить легендарные советские кинофильмы», заявил в коротком интервью Владимир Натанович. СМИ сообщили подробности шокирующего события. Комитет по контролю советских фильмов, куда входят Вера Алентова, Ирина Муравьева, Никита Михалков и Владимир Винокур, уже не первую неделю вместе с полицией проводят операции по закрытию студий, которые занимаются незаконной киносъемкой. Именно благодаря усилиям легендарных советских артистов недавно удалось предотвратить незаконную съемку фильма «Продолжение. Ирония судьбы» или «С легким паром», в котором должны были играть Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Однако молодые артисты в погоне за наживой постоянно пытаются переступить норму закона. На этот раз бывшие участники Comedy Club пытались переснять легендарный советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». «Такого позора я еще не видел», — говорит Владимир Винокур. Павел Воля, артист без образования, собирается исполнить роль легендарного Леонида Куравлева. Этого допустить нельзя. Участники Comedy Club хотели сделать ремейк «Иван Васильевич меняет профессию» на английском языке и с похабными молодежными шутками. Слава богу, мы подоспели вовремя и предотвратили этот позор. Не хватало российскому зрителю смотреть всякую чушь на английском языке, говорит Владимир Натанович. У Павла Воли и других участников Comedy Club полиции были изъяты видеокамеры, сотовые телефоны и другие средства связи, на которых могли быть сохранены подпольные съемки. В связи с рецидивом преступления у всех молодых артистов были изъяты лицензии на работы в частных киностудиях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.